Снова приветствую вас на своем канале. Оказывается, такое уравнение с тремя неизвестными имеет единственное решение в области целых неотрицательных чисел, что может служить неплохой подсказкой наряду с вариантами ответов. И хотя я этим пользоваться не буду, кое-кому авось пригодится. Подумайте над задачей. Как вы, наверное, заметили, числитель и знаменатель являются суммами членов геометрической прогрессии, которая вычисляется по хорошо известной формуле. Применяем формулу к каждой сумме, делим числитель на знаменатель, переписываем в удобном виде, и оказывается, что первая дробь это 2 в степени а к другим дробям применяем формулу разности квадратов. В результате сокращений получаем вполне компактное выражение, которое приравниваем к 964. Отмечу ряд нюансов, не упомянутых на сайте AOPS. Нюанс первый. При k равном нулю дробь обращается в единицу, так что 964 должно быть целой степенью 2, чем оно, конечно, не является, поэтому k обязано быть положительным. Предлагаю продолжить с этого места. Нюанс номер 2. Так как k положительно, знаменатель нечетное число, а следовательно является взаимно простым со степенью 2. Но в таком случае произведение слева может быть целым лишь тогда, когда числитель дроби делится на знаменатель. Более того, третий нюанс. Так как числитель заведомо нечетное число, значение дроби также нечетно. Вот теперь представим 964 как произведение степени 2 на нечетное число. И ввиду единственности такого представления а равно 2, так что одним неизвестным меньше, а значение дроби равно 241. Умножаем обе части дроби на знаменатель. Свободные члены вправо, все несвободное влево. 2 в степени k за скобки. И теперь при m равном нулю слева отрицательное число, что никуда не годится. А при положительном m слева снова произведение степени 2 на нечетное число. Только теперь в надлежащем виде следует представить 240. Таким образом, k равно 4, а выражение в скобках равно 15. Подставляем 4 вместо k и находим, что m равно 2. Квинтэссенция решения – нахождение a плюс k плюс m. Как бы здесь не ошибиться. 2 плюс 4 плюс еще раз 2. 8 – это вариант А. Сайт AOPS, ссылку также дам в описании, содержит еще одно решение, которое меня, однако, не убеждает. И это все.